Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В современной политической мировой истории особое место занимает Украина и ее статус. И, насколько вам известно, совсем недавно ситуация вокруг Украины начала приобретать несколько негативный для Украины оттенок. Это проявляется, например, в неопределенности вопроса дальнейших поставок оружия, негативном прогнозе решения вопроса о членстве в Евросоюзе и отсутствии ожидаемого прогресса в военных действиях против российских оккупантов. Все это вместе взятое заставляет задуматься о причинах такого положения вещей. Генераторы политической идеологии правящих кругов Украины в лице таких своих представителей, как президент, председатель Совета национальной безопасности и обороны, уполномоченный по защите государственного языка, а также украинские политические деятели, являющиеся сторонниками украинского национализма, пытаются взвалить вину за свои политические и военные провалы на непонимание их идеолого-политической позиции руководителями союзных стран, а также на огромное количество носителей русского языка среди граждан Украины. Решение проблем, находящиеся у руля Украины идеологи и политики, пытаются реализовать увеличением политического давления на своих союзников и усилением дискриминации русскоговорящих граждан Украины. Очередным провалом такого давления, такой тактики, была недавняя попытка украинского политикума легитимизировать в международном масштабе деятельность украинской дивизии СС «Галичина». Насколько вам может быть известно, 22 сентября 2023 года в канадском парламенте после выступления Зеленского спикер канадского парламента Энтони Рот предложил присутствующим поприветствовать в качестве героя Второй мировой войны украинского эсэсовца Ярослава Гунько. В результате последовавшего вслед за этим политического скандала Энтони Рот ушел в отставку. Зеленскому же на подобный героический жест ни духу, ни смелости не хватило. Идейным вдохновителем политического давления на Евросоюз и дискриминации русскоязычных граждан в Украине является отец современных украинских радикальных этнонационалистов Степан Бандера. И в этой связи особо следует отметить близость нацистской идеологии и идеологии украинских националистов. Хотя в Украине и запрещена деятельность как нацистских, так и коммунистических партий, но, тем не менее, в Украине официально действует и Всеукраинское объединение «Свобода», и Конгресс украинских националистов, и Правый сектор, и Национальный корпус, и Организация украинских националистов, и С-14, которые в своем манифесте от 16 марта 2017 года провозгласили приоритетность национальных интересов в государственной политике, а также в качестве своих задач определили противодействие нелегальной миграции, свободное владение гражданами огнестрельным оружием, восстановление ядерного потенциала Украины, усиление армии, люстрацию и формирование механизма импичмента президента.
В экономической сфере задачами подписантов манифеста являются национализация стратегических активов и ликвидация частных монополий. Особое место среди задач украинских националистов занимает вопрос украинизации. Чей язык, того и власть. Перед смертью у нации отнимается язык. И тому подобные псевдоцитаты впечатываются украинскими националистами в информационное пространство и служат лозунгами для попыток оправдания нарастающей дискриминации иноязычных граждан Украины. Дискриминация иноязычных в Украине, реализуемая на основании закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, достигла такого уровня, при котором за использование русского или любого неукраинского языка продавцом, преподавателем или госслужащим применяется санкция в виде штрафа в размере $300. И это только если это, так сказать, в кавычках, нарушение совершено, в кавычках, нарушителем впервые. Следует отметить, что ничего подобного такой дискриминационной мере в законодательстве стран Евросоюза нет. В результате реализации своей неадекватной языковой политики Украина в целом подверглась ограничительным мерам со стороны стран Евросоюза и в первую очередь Венгрии. Дело в том, что Венгрия для граждан Украины венгерской национальности до принятия закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного сформировала сеть учебных заведений, в том числе и высших, в которых преподавание велось на венгерском языке. Запрет преподавания на венгерском языке в Украине сузил права украинских венгров вопреки норме статьи 22 Конституции Украины и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы. Кроме этого, стоит заметить, что в свое время позиция Венгрии заставила Словакию на законодательном уровне обеспечить словацким венграм полное равноправие со словаками, в том числе и в языковой сфере. И только после этого Словакия получила право на членство в Евросоюзе. В результате такой своей антиевропейской политики Украина потеряла динамику и темпы своего движения в Евросоюз и НАТО. Против членства Украины в Евросоюзе в первую очередь выступает сегодня Венгрия, которая также выступает и против членства Украины в НАТО. Причем тут Степан Бандера и бандеровцы? Главным, в кавычках, героическим поступком, прославившим Степана Бандеру, явился его отказ отвечать в польском суде на государственном польском языке. Это событие произошло в конце 1935 года в ходе уголовного процесса в связи с убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. Кроме этого, сам Степан Бандера оправдывал сотрудничество украинских националистов с немецкими нацистами правомерностью ситуативного союза с чертом для достижения своих целей. Таким образом, Голокост и геноцид поляков во время Второй мировой войны, совершаемые украинскими националистами, оправдывались Степаном Бандерой. Сегодня украинские националисты поднимают личность Степана Бандеры на свои знамена и призывают всех граждан Украины стать в свои ряды.
В этой связи стоит сказать о том, что не все граждане Украины сегодня являются бандеровцами. Но бандеровская тактика ситуативного союза с чертом сыграла с украинскими националистами чертовски злую шутку. Если бандеровцы оправдывают союз с немецкими нацистами для борьбы с российской оккупацией, то такую же бандеровскую тактику сегодня применили украинские граждане Крыма и так называемых ДНР и ЛНР для борьбы с украинскими вооруженными силами, воюющими против российских оккупантов за восстановление территориальной целостности Украины. Неужели украинские граждане, проживавшие и проживающие в Крыму и на Донбассе, были и есть против евроинтеграции Украины? Определенно нет. Тогда почему они воюют на стороне российских оккупантов против граждан Украины, стремящихся в Евросоюз? Это явно нелогично. Никакая антилиберальная идеология русского мира и российская имперская идея не могут убедить граждан Украины отказаться от членства своей страны в Евросоюзе. А именно этот отказ сегодня генерируют исключительно украинские националисты и рашисты. Украине логичнее всего было бы отказаться от ультранационалистической бандеровской идеологии, завладевшей душами украинских националистов и крымско-донбасских рашистов и играющей на руку российским оккупантам, стремящимся во что бы то ни стало не допустить евроинтеграции Украины. Но вместо того, чтобы публично покаяться в союзе с чертом в лице нацистской Германии, украинские националисты продолжают следовать пагубной для Украины идеологии Степана Бандеры. Сегодня украинским националистам, да и всем гражданам Украины предстоит тяжелый выбор: либо евроинтеграция, либо Бандера. Третьего не дано. И стоит заметить, что все-таки не все граждане Украины бандеровцы или рашисты.